Всем привет, дорогие друзья! Мы на буткемпе команды Альянсов и на их родном канале. В гостях, естественно, у команды, которая практически полным составом вместе с тренером перед ПМПЛем в рамках подготовки сейчас собралась на будке. И первый, у кого мы возьмем небольшое экспресс-интервью, это будет как раз-таки тренер команды Алексей Окбро. Привет, Леш. Привет. Расскажи немножко о себе. Так, мне 24 года, живу в Минске, учусь в универе. Что за университет? Строительный. Чем занимаешься помимо университета и PUBG? Или посвящаешь вот этим сейчас двум занятиям свою жизнь? Только киберспорт. Только киберспорт. Понятно. Ты сказал, что ты из Минска. Сейчас в связи с вот этими закрытыми границами и общей ситуацией вообще мировой, тяжело было попасть на буткемп? Да, были проблемы на границе, но добрался успешно. Но самое главное, да, что ты здесь, что ты с командой. Расскажи, из какой дисциплины ты пришел, потому что принято так у нас в комьюнити, что тренеры в мобильный PUBG, как правило, приходят уже с какими-то регалиями из других дисциплин. Так, изначально играл в танки профессионально с 15 по 17 год. Потом там киберспорт закрылся и ушел в PUBG. Большой? Да, в ПК PUBG. И где-то с 2018 года уже профессионально начал играть. Собрал команду НЛТ, которую сейчас Virtus.pro подписали. Там был капитаном. И до конца 2019 года. В составе НЛТ вам удалось добиться каких-то значимых успехов, награды, может быть, денежные какие-то призы? Призовые добыли, но на мировой сцене так, не очень было. И после этого ты принял решение стать тренером? Не, у меня там был небольшой перерыв от киберспорта по личным причинам. И вот с конца ноября 2020 года стал тренером. Вопрос по тренерству. Я слышал, что большинство тренеров, тоже так сложилось, сами практически в PUBG Mobile не играют. И в основном как раз-таки занимаются, да, тренерской работой. Как у тебя обстоят с этим дела? В принципе, так и есть, но я немного поигрываю. Поигрываешь? То есть, да, я в 3 пальца перешел недавно. Какие планы у вас сейчас по ПМПЛу, потому что коллектив Альянсов был сразу инвайтнут напрямую за счет заслуг предыдущих сплитов клаба. Как используете вот это долгое время после окончания официальных турниров? Ведь вы не играли сейчас СНГ сплит клаба самого непосредственно, вот этих отборочных в ПМПЛ. Как вы проводили время? Это какие-то практические больше игры или это все подряд турниры, частные? Как обстоят дела? Не все подряд турниры. Мы больше опирались на праки с настройками, на PMPL. Тренировались по 2 пачки праков в день. Предпочитаете зарубежные какие-то праки, играть с зарубежными командами? Или все-таки, если есть какие-то слоты и есть возможность собрать топ СНГ коллективы, идете туда? Какие есть. Какие есть? Тут больше СНГ, наверное. Как сейчас с твоей точки зрения, как тренера, как профессионала, вообще обстоят дела с комьюнити? Достаточно ли проводятся как раз мероприятий для того, чтобы команда готовилась? Или нужно еще нам добавлять? По поводу праков вроде как нормально все. То есть их достаточно много. Да, наверное, хватает, да. А по призовым турнирам, вот по крайней мере частных, потому что я как человек, который практически с самого начала зарождения игры PUBG Mobile занимаюсь тоже киберспортом и турнирами, призовые выросли в разы. Сейчас турниры на 10 тысяч рублей, например, заинвайтить такую известную команду, именитую как Альянсов, уже очень сложно. Да, мы такие турниры не играем. Но вот по сравнению с ПК PUBG в мобайле много турниров мелких. Именно там на $1000, там на 2000. Из этого график постоянно забит. То есть в ПК PUBG я мог там в течение месяца сыграть там 1-2 турика, и все. Там в основном была только лига. Если есть возможность, поделись со зрителями инсайдерской информацией. Вот вы сейчас собрались на буткемпе. Как проходит ваш тренировочный день? Сколько игр вы играете в день? Играете ли паблик? Или это только исключительно практические игры и турниры? Сколько вы времени тратите непосредственно вне игры, помимо игры, чтобы разобрать какой-то материал? По поводу этого, это 2 пачки праков. Либо вечерний турнир там, с 9
Ну, собственно, до этого праки там с 5 начинаются. До этого ребята играют паблик часа 2-3. И либо после, либо до этого теоретический разбор 3 часа где-то, 4. Ну, либо просмотр китайской сцены, либо просмотр PGI, который сейчас идет. То есть По по объему, PUBG. по объему времени это Да, это занимает весь день. full день. Full день. Я понял. Ну и опять же, в связи с мероприятиями, то есть вы сейчас живете по графику, смещенному в сторону совы. То есть вы поздно ложитесь из-за игр Да, и да. поздно встаете. Удается справиться вот с этим графиком вообще? Потому что каждый день жить в таком режиме, перестраиваться из обычной жизни, это достаточно тяжело. Да, ребята привыкли. То есть, ну, как по мне, 8-10 часов тренировок, ну, для меня это нормально. То есть я когда играл что в танках, что в ПК PUBG, режим с 3-4 дня до 2 часов ночи, это нормально. То есть это стандартный режим для киберспортсмена. Ну и последний вопрос, который я тебе хотел задать. Сейчас вот, пользуясь случаем, организация устроила вам вот этот буткемп, и команда играет в сборе. Непосредственно в играх, вот вы сейчас как раз играете, да, именно турниры призовые вечерние, которые я комментирую. Как организован процесс игры с твоей стороны? Ты стоишь над ребятами, изучаешь, как они играют, и в онлайн-режиме даешь им прям указания, либо ты просто это скипаешь, ребята играют, а потом вы разбираете записи. Угу. Так, ну по поводу этого, праки они играют сами, то есть я их потом разбираю, ну и потом с ребятами рассказываю, что пошло не так, там и прочее. По поводу турнира, да, я стою за спиной, могу подсказывать, но в общем так сильно не лезу. Стараешься не вмешиваться, Да. в процессы, Ну, то есть чтобы- какие-то глобальные вещи там по стратегии я могу подсказать, там, когда там странные круги, там, или там ситуация плохая, там, когда там круги постоянно уходят, как вчера, вот. Но тогда помогаю. Но в онлайне это сложнее делать, на буткемпе попроще. Ну и еще тогда один дополнительный вопрос тебе как тренеру задам. У вас сейчас небольшой период на буткемпе, до Да. PMPL остается чуть меньше месяца, если мне не изменяет память. 23. На сам PMPL вы планируете собраться? Есть такие планы? Есть опция собраться на финал. Вот, и отыграть его уже на буткемпе. То есть, скорее всего, в групповой этап будем играть онлайн, все по домам. Вопросы, которые я задавал капитану команды, давай повторю тебе, и потом интересно будет сравнить ваши ответы. Итак, кто, по твоему мнению, в команде самый ценный? Рудер. Кто самый стабильный? Рома. Кто Хадык. самый токсичный? Диск. Кто самый шутник? Рома. Ну и раз у нас есть возможность пообщаться с тобой тет-а-тет, хотел поговорить немножко на отстраненную тему по поводу нашего комьюнити СНГ в целом и его развития. Ты человек, который пришел в мобильный PUBG извне. Ты не игрок киберсцены, ты до этого не тренировал другие составы, ты пришел из другой дисциплины, из большого PUBG и сразу занялся командой альянсов. Какое твое мнение по поводу вообще комьюнити в сравнении с дисциплиной большого PUBG? По поводу комьюнити, ну, по уровню игроков, по уровню команд могу сказать, то, что в мобайле тир-2 сцена плохо развита. Команды очень постоянно миксуются, нету таких постоянных команд, и, из этого уровень низкий. По поводу ПК PUBG там все более стабильно, она там устаканилась. Ты правильно подметил, что в СНГ комьюнити действительно команды очень часто делают какие-то замены, решафлы, коллективы вообще заканчивают свою деятельность, распадаются и ливают из игры. Может быть, лично ты что-то как раз делаешь для того, чтобы в альянсах была та самая стабильность, которой вы славитесь? Это все дело психологии. Получается, у обычных команд это как проигрывают турнир, начинаются какие-то споры, ищут кого-то виноватого, в итоге команда разваливается, и остается какой-то костяк. Бывает, что даже и костяки разваливаются. В нашей команде это, раньше занимался пряник, после того, как я пришел, я начал это все контролировать. То есть моральная подготовка к турнирам, если какие-то плохие результаты, я объясняю, почему это не так. Мы не ищем виноватых, команда сама в общем виновата. И как-то вот так вот. Разбираем это все вместе.
Еще один вопрос, который тебе хотел задать и задавал капитану вашего состава. Что тебе больше всего нравится в PUBG Mobile и что больше всего не нравится? Начнем с не нравится. Это механика кругов, которая почему-то не работает, как в ПК PUBG. Ну, то есть там от воды уходит, от скал. То есть круги максимально рандомные, и прочитать их сложно. Вот. То, что нравится, ну, сам Battle Royale. То есть я пришел с ПК PUBG, и, в принципе, мне это и цепляло. Это вот выживание, большая карта, стрельба, совсем, ну, совершенно другая там от КС, от Call of Duty, в которой я всю жизнь играл, такая более тяжелая. Ну и чтобы нормально играть, нужно иметь хорошую голову, так сказать, мыслить постоянно. Потому что по факту игра не про стрельбу, а про передвижение на карте, ну, глобально такие стратегии. Про тактику, да. Ну и последний вопрос. Кого считаешь сильнейшими в регионе? Назови 3 самых сильных команды СНГ. Ну, это, безусловно, Нави. У них высокий скилл. У них, правда, по передвижениям иногда бывают проблемы, но они лично вывозят каждую игру, каждый момент. Это Юники. Они чуть пониже скиллом, но у них стабильная игра. В плане там поинтов, они то есть постоянно цепляются за каждую игру. Ну, собственно, и мы, которые также стабильно играем. То есть бывают всякие там просадки, но это все фиксится.